Выезжаем из города Санок, что в Польше. Ехать нам до Пшемысля 67 километров. Выехали мы в начале первого, а поезд у меня в 18:40. Едем, да, по серпантину. Вроде бы не сказать, что тут высокие горы, но повороты очень крутые. Я не знаю, во сколько надо прийти к таможенному пункту, потому что в прошлый раз мы там сидели в одном месте, а как в этот раз будет, неизвестно. Очередь обычно длинная там собирается. Ну, какой-то смысл стоять в ней, даже не знаю, есть ли в этом смысл какой-то. Погуляем еще по самому городу. И я думаю, где-то часиков в 4, в полпятого дня уже надо будет подойти к таможенному пункту и быть там, потому что, ну, неизвестно, как оно все. Поэтому лучше прийти немножко пораньше. Едем через горы, конечно, тут красота такая. И день такой погожий выдался. Любуемся окружающей природой. А вот уже и въезд в город. Нам еще надо будет подойти на железнодорожный вокзал, распечатать билет. Ну и пойдем прогуляемся, посмотрим то, что мы еще не видели. Мы как бы видели тут улицы в районе железнодорожного вокзала, а так еще где-то и не выходили. Пшемысль — это город, который первый встречал украинских беженцев, когда на Украине началась война. И сейчас до сих пор поляки помогают украинцам. На вокзале работают волонтеры, которые помогают куда-то добраться, с билетами там помогают, где-то поселиться помогают. В общем, до сих пор чувствуется их поддержка поляков нам, украинцам. И, конечно, мы будем им постоянно за это благодарны. А мы уже гуляем по Пшемыслю. Как и в каждом польском городке, здесь есть площадь рынок или рынок. И на ней находятся все основные достопримечательности. Вот мы можем видеть такой красивый кафедральный собор, поражающий своим величием, который возвышается как бы над всеми домами. Вот его можно видеть с разных точек города. Конечно, очень красиво здесь. Я уже была и во Вроцлаве, и в Кракове, и исторические такие центры. Все очень красивые, везде есть замки, и соборы, и красивая очень природа в этих местах. Сейчас еще забежим в магазинчик, скупимся что-то на дорогу. Надо еще распечатать билет. Сейчас спокойно поснимаю этот пропускной пункт. Как раз у нас сейчас есть время. Хотели по Пшемышлю. Так я, конечно, и не поняла, как он называется. Где-то написано Перемышль, где-то Пшемысль. У нас в билетах Пшемысль написано, а так написано Перемышль. В общем, загадочный город. Вот это я нахожусь возле этого таможенного пункта. Вот уже видно наш поезд. Еще не пускают. Очередь пока стоит, но это еще небольшая. Это там на Запорожье еще стоят люди. Так, и чтобы выйти к городу, надо пройти такой переход. Сейчас я подойду ближе, сниму. Он буквально находится вот, я не знаю, сколько тут метров. 30 метров, может, от выхода этого. На английском написано «Квиткова касса». И уже видно этот переход. Сейчас подойду поближе. Там стоят волонтеры, помогают сумки донести. Молодцы. Название станции. И вот он, подземный переход. Туда спускаешься и выходишь к железнодорожному вокзалу.
В прошлый раз мы с Аней сидели вот здесь. Нас сюда впустили. Тут были волонтеры. Тут стояли коляски, много стояло колясок. Сейчас уже ничего нету. И сюда не запускают, я смотрю. Так, мы тогда сидели, здесь чай, кофе было. Вот, в общем, тут мы ждали поезда в прошлый раз. Сейчас тут уже все закрыто. Людей уже скопилось достаточно много. До поезда где-то час. У нас почему-то не впускают. Доброе утро всем. Еду сейчас в поезде уже. До Одессы осталось где-то около часа. Поезд немножко опаздывает на 1,5 часа, потому что 3 часа стояли на таможне. Ну, может, не 3, может, чуть меньше. Ну, в общем, подруги немножко догнали. Вчера еще позже выехали из Пшемысля, потому что не знаю, в чем была причина. Долго, очень долго стояли возле таможни, потому что ну, не впускали никого. Мы стоим, получается, где-то мы с 4:30 уже были на таможне, большая очередь, все стоят, ждут, но почему-то к поезду не пропускали. А начали пропускать где-то около 6 вечера, а поезд отправлялся в 6:14 по расписанию, ну, 18:14. Ну, отправился где-то в 7 вечера. От Пшемысля еще стоял там. В общем, пока еду, что еще можно рассказать о прохождении? Ну, вот на какого таможенника попадешь. Стояла в одно окошечко, там стала женщина с детьми, и возле них я 10 минут, я не знаю, там что-то, какие-то у них целая куча документов, там все проверяли, я уже перешла в другое. Слава богу, прошла, потому что пока проверяли эту женщину, там 10 человек в соседнем окошке уже прошли. Просто поставили штамп по выезде и все. Я ездила без песеля, без каких-то там, не знаю, еще документов. Просто доехала в Польшу как турист. И потом уже мы дальше путешествовали. Хорватия, Черногория, Албания. Потом уже дома расскажу, какие впечатления о поездке. Уже чуть-чуть это все уложится в голове. Ну так вообще, слава богу, переживала еще за дорогу, потому что сейчас бомбят подстанции, не знала, доеду или нет, но все как обычно на каких-то переживаниях, на какой-то грани. Но слава богу, вроде бы должно все пройти нормально. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду очень рада. До новых встреч! Вот, наконец-то я приехала в Одессу. Вот такие трогательные встречи. Некоторые люди вот только приехали после полгода пребывания в Польше. Мужчины в военной форме встречают девушек с цветами. В общем, все так трогательно. Прям голос дрожит. Ведь где бы мы ни находились, мы все равно хотим оказаться дома. И я тоже была очень рада приехать домой.